Если ты случайно дотронешься до заячьих ушек этой странной девушки, она мгновенно забеременеет. Эта история вращается вокруг Игэ Хашимии, который в детстве загадал желание очаровательной феи по имени Дейзи уничтожить мир. Дейзи, которая могла превратить желание человека в сверхъестественную силу, исполнила желание Иго, и как следствие мир был почти уничтожен. И многие люди лишились своих жизней. В настоящее время Ик – старшеклассник, живущий со своей младшей сестрой, которая страдает от неизлечимой болезни. Катастрофа, известная как Великое разрушение, теперь является частью урока истории Ига. Его учитель истории рассказывает всем об орденах, избранных феями, которые получают сверхспособности по своему желанию. Считается, что один из орденов ответственен за Великое разрушение. Но никто не знает. Если ты случайно дотронешься до заячьих ушек этой странной девушки, она мгновенно забеременеет. Эта история вращается вокруг Игэ Хашимии, который в детстве загадал желание очаровательной феи по имени Дейзи уничтожить мир. Дейзи, которая могла превратить желание человека в сверхъестественную силу, исполнила желание Иго, и как следствие мир был почти уничтожен. И многие люди лишились своих жизней. В настоящее время Ик – старшеклассник, живущий со своей младшей сестрой, которая страдает от неизлечимой болезни. Катастрофа, известная как Великое разрушение, теперь является частью урока истории Ига. Его учитель истории рассказывает всем об орденах, избранных феями, которые получают сверхспособности по своему желанию. Считается, что один из орденов ответственен за Великое разрушение. Но никто не знает, кто он такой. Игэ принимает это близко к сердцу и немедленно покидает класс. Он все еще чувствует себя виноватым за то, что произошло 10 лет назад, и чувствует себя неуверенно рядом с людьми, потому что все в этом мире ненавидят ордена, считая их пугающими злыми существами. Однажды к нему приходит фея Дейзи, исполняющая желание, и спрашивает, почему такое сверхъестественное существо, как он, отказывается использовать его силы. Игэ утверждает, что он не хочет снова разрушать мир, и именно поэтому он отказывается их использовать. Однако Дейзи утверждает, что Иджи неправильно помнит прошлое, и что он точно не желал ей уничтожения мира. Оставив Иджи в полном замешательстве, фея исчезает, побуждая мальчика снова использовать свои таинственные способности. Тем не менее, Иджи продолжает верить, что именно он вызвал Великое разрушение, кратко объясняя, что он желал этой сверхспособности только потому, что хотел быть похожим на персонажа мультфильма по имени Злой Рейнджер, который борется за справедливость и мировое господство. Игэ навещает Сину в больнице, и она проявляет интерес к школьной жизни своего брата, поскольку сама никогда не ходила в школу. Игэ понимает, что она чувствует, и обещает ей, что она сможет посещать школу, как только оправится от болезни. Но они оба знают, что Игэ дает ложную надежду. Чтобы сменить тему, Игэ включает новостной канал, где показывают репортаж о разоблачении еще одного заказа. Просматривая эти новости, Сина спрашивает Иджи, какую силу он хотел бы получить, если бы ему дали шанс стать членом ордена. А Игэ утверждает, что его единственное желание, чтобы его дорогая сестра снова стала здоровой. Сина, с другой стороны, говорит, что она хотела бы, чтобы он и их родители, которые умерли, снова воссоединились, чтобы они могли остаться вместе навсегда. На следующий день в школе Иго новая девочка по имени Киран Ирин присоединяется к классу в качестве переводной ученицы. Та же самая девочка находит Иго прямо возле его квартиры после школы, но обещает, что она не следовала за ним сюда. Она утверждает, что переехала этажом выше и что ключ от ее квартиры не работает. Так вот, она просит Иго найти для нее слесаря и отвлекает его. Он решает довериться Рин только потому, что она симпатичная, что оказывается большой ошибкой, так как девушка достает электрошокер и лишает его сознания. В конце концов, когда Игэ приходит в сознание, он находит Рин, стоящую с мечом, которая выдает себя за убийцу, посланного ею. Настоятель, который обнаружил, что Иджи – это орден, ответственный за Великое разрушение. Рин говорит, что она замучает Иджи до смерти и обвиняет его в смерти своих родителей, которые сгорели заживо во время пожара во время Великого разрушения. Когда она наносит удар Иджи, он непреднамеренно активирует свою сверхспособность, которая вонзает меч Рин ей в живот. Не веря, что он только что снова кого-то убил, Игэ впадает в панику и убегает из своего дома, постоянно проклиная себя.
С другой стороны, специальное подразделение, которому принадлежал Рин, также находится в движении, чтобы найти Иге. Иге посещает больницу, чтобы встретиться с Синой, но обнаруживает, что там совершенно пусто, и оказывается, что он невредим. Рин приходит туда вместе с несколькими солдатами и рассказывает, что она взяла Сину в заложники. Чтобы спровоцировать Иге, она наносит удар ножом в спину Сине, приказывая ему прийти в старое здание, если он хочет, чтобы его сестра жила. Иге полностью теряет самообладание и вырубает всех солдат, находившихся там. Когда он в конце концов приходит в себя, там появляется Дейзи и сообщает ему, что Рин тоже принадлежит к Ордену и обладает такими сильными регенеративными способностями, что она почти бессмертна. А что касается того, почему Дейзи здесь, она утверждает, что просто хочет увидеть, как он снова использует свои силы. Чтобы убедиться, что его силы не выйдут из-под контроля, как это было 10 лет назад, Дейзи ограничивает свою силу, а затем еще раз призывает его использовать ее, чтобы спасти свою жизнь. Сестра. Это пробуждает воспоминания Ига, заставляя его вспомнить, что он всего лишь хотел править миром, как и его кумир, Злой Рейнджер. Осознав, что он не желал разрушения мира, он больше не чувствует себя виноватым и уверенно направляется туда, где находится Рин. Нейтрализовав ее подчиненных, он заставляет Рин исцелить Сину, показывая, что его сверхспособность заключается в том, чтобы подчинять все своей воле. Он активирует свой домен, где все люди и предметы становятся его владениями, и вызывает своего монстра Ордена, который также подчиняет Рин своей власти. Заставляя ее подчиниться ему, Иджи по сути накладывает на Рин заклятие, обязывающее ее оставаться в пределах его владений до конца ее жизни. Жизнь не помешать ей когда-либо снова причинить вред ему или его сестре. Взяв Рин под свой контроль, Иджи заявляет, что он создаст мир, в котором Сина сможет жить счастливо. Несмотря на свое неповиновение, Рин оказывается неспособной напасть на Иджи и вынуждена подчиниться. Иджи сочувствует Рин, говоря ей, что в конечном итоге она обретет покой, заведет друзей и даже снова влюбится. Рин категорически не согласна с этим, утверждая, что никогда больше не влюбится. Спор разгорается до тех пор, пока Иджи случайно не активирует свою силу и не объявит, что женится на ней. Это невольно заставляет Рин начать испытывать чувства к Иджи. Но даже когда она обнимает его, она клянется однажды убить его. Вскоре после этого появляется начальник Рин, Френ, тоже из Ордена, используя свои способности, чтобы остановить время и быстро задержать Ига, прежде чем он успеет отреагировать. Френ доставляет Ига в закрытое помещение их организации и надевает на него смирительную рубашку, чтобы обездвижить его. Удивительно, но позже появляется Рин и освобождает Ига от всех его оков, показывая, что они находятся внутри секретного подземного здания под правительственным офисом. Рин объясняет, что она уже вывела из строя всех охранников и помогает Игу только потому, что находится под его контролем. Однако она ясно дает понять, что если представится возможность, она все равно убьет его и его любимую сестру, чтобы отомстить. Когда они пытаются сбежать через вентиляционный канал, Рин разрабатывает план, как навредить Игу, не нападая на него напрямую. Она решает выстрелить в воздуховод, надеясь, что пуля срикошетит и попадет в Ига. Но ее план проваливается, и вместо этого пуля попадает в нее. Хотя она выживает благодаря своим способностям к регенерации, Рин остается непоколебимой и придумывает другой план, как убить Ига. Она ведет его по опасному пути, крутой скользкой трубе, соединенной с другой стороной, надеясь, что Ига поскользнется и разобьется насмерть. Однако в итоге именно Рин падает с трубы. В конце концов она возвращается наверх, где Иге, который не знает, как выбраться из здания, с нетерпением ждет ее возвращения. Несмотря на свои неудачные попытки, Рин разрабатывает еще один план убийства. Она ведет Ига в секцию Е-17, где говорит ему пересечь коридор, заполненный ловушками, предназначенными для предотвращения проникновения злоумышленников внутрь объекта. Рин надеется, что Игу удастся активировать одну из ловушек, но в очередной раз ее план приводит к обратным результатам, и именно она попадает в ловушки. После этого они добираются до верхнего этажа подземного объекта, где сталкиваются с двумя путями, один из которых ведет к выходу, а другой — к правительственному офису. Это центр. Иджи не может уйти без своей сестры, поэтому он решает пойти в офис. Зная, что Френ держит Сину в заложниках, Рин пытается отговорить Иджи, советуя ему забыть о своей сестре, но он отказывается, хотя они и не являются кровными родственниками. Иджи объясняет, что его отец женился на женщине, чья дочь была прикована к инвалидному креслу. И хотя изначально он не проявлял никакого интереса к своей мачехе или сводной сестре, живой дух Сины заставил его принять ее как свою сестру. Однако его желание стать мировым правителем разрушило все и нарушило их мир.
До сих пор Сина не подозревала, что ее брат состоит в Ордене Зла, и Игэ обвиняет Рин и ее товарищей в том, что они не дали ей спокойно умереть. Рассказывая, что ей осталось жить всего 6 месяцев из-за ее болезни, он дает понять, насколько важна для него Сина. Игэ переходит в офис. Группа солдат пытается остановить его, но силой Игэ быстро сводит их на нет. Осознав ситуацию, Рин решает помочь Игу спасти его сестру, предоставив важную информацию о способностях Френ. Френ может остановить только 3 цели одновременно, если использует свою силу, чтобы остановить время. Рин объединяется с Игом, главным образом из-за его контроля над ней, и они направляются в центр, где Френ с нетерпением ждет прибытия Ига. Рин немедленно бросает в Френа 3 гранаты, намереваясь заставить его использовать все 3 своих тайм-аута. Однако Френ просто ловит гранаты и бросает их на землю, намереваясь взорвать все вокруг. ИГ бросается к гранатам, чтобы предотвратить их детонацию, и Френ использует эту возможность, чтобы приблизиться к Игу и снова взять его под свой контроль. Но прежде чем кто-либо из них успевает дотянуться до гранат, внезапно появляется человек в маске. Используя свою силу, называемую «спящие овцы», он останавливает взрыв гранат. Затем он приказывает обеим сторонам сохранять спокойствие и, следуя примеру человека в маске, отдает еще несколько приказов высшим руководителям организации прибыть и окружить ИГ со всех сторон. Дядя в хиджабе подходит к ИГ и говорит ему, что он прошел тест. Остальные ученики начинают хлопать в ладоши, что приводит ИГ в замешательство, так как он не понимает, почему они вдруг стали вести себя так дружелюбно. Дядя объясняет, что они входят в десятку лучших заказов городского правительства, и один за другим они представляются как Фува, Наруками, Хираги, девочка с заячьими ушками Эо, Ларен, Нахара, Самоку, Минамото, Куну и Сундон. Хираги делает шаг вперед, заверяя Иджи, что они никогда не собирались причинить ему вред, и показывает ему, что сила Френ, останавливающая время, в настоящее время останавливает прогрессирование болезни Сины. Хираги далее объясняет, что они послали Рин шпионить за ним, но она ослушалась их приказа и напала на него из-за своего личной вендетта, за которую она теперь будет арестована и наказана. Продвигаясь вперед, Хираги информирует ИГ о секретных операциях Ордена. После Великого Разрушения Япония потерпела крах как нация, что привело к тому, что Организация Объединенных Наций захватила власть в стране и установила временные правительства, управляемые орденами. Следовательно, ордены, которые появились после Великого Разрушения, теперь являются новыми мировыми лидерами. Вот почему у них нет предубеждений против ИГ. И в этом новом мире они ищут его помощи, чтобы доминировать на земном шаре, показывая, что их сектор уже объявил себя независимой нацией. ИГ понимает, что для того, чтобы выжить, он должен стать королем ордена и марионеткой в их миссии по завоеванию мира. Чтобы гарантировать, что никто из них никогда не предаст его, он подчиняет их своей власти и соглашается вести войну против всего мира. После провозглашения новой независимой страной Иджи Кюсю, новость о том, что они объявили войну всему миру, также быстро распространилась по всему миру. Лицо Иджи показывают всему миру, заставляя широкую общественность ненавидеть его за то, что он разрушил их мир. Сину держат замороженной во времени в надежде, что однажды ИГ найдет орден, который сможет вылечить ее болезнь. ИГ понимает, что и он, и Сина также выиграют от этого, если ему удастся создать мир для орденов, и говорит Хираги, что он поможет им преуспеть в их миссии. А взамен они должны будут найти для него лекарство от Сины. С другой стороны, Рин содержится в маленькой холодной камере полуголой. К счастью для нее, ИГ теперь новый лидер, и он освобождает ее от тюремного заключения. Он присоединяется к другим орденам на их первой официальной встрече, где Куну рассказывает об их следующей операции по захвату соседнего города Ямагути. Лидер Временного правительства Ямагути также является членом ордена, который обладает способностью превращать в камень. На самом деле ИГ плевать на войну. Его единственный интерес – найти кого-то, кто способен излечивать неизлечимые болезни. И все же именно его отправляют на передовую сражаться с тем, кто использует окаменение, чтобы завоевать Ямагути. ИГ говорит остальным, что именно они должны сражаться за него на передовой, напоминая им, что ни одна армия не отправляет своего короля на передовую. Тем не менее, никто не встает на его сторону. И Куну ясно дает ему понять, что он не их король, а марионетка, которая будет выполнять их приказы, если хочет, чтобы его сестра жила. ИГ не может поверить, что с ним так играют.
Используя свои способности, он уже передал все это заведение под свое управление и сделал так, что ни один из 10 орденов не покинет это место. И все же они совсем ему не подчиняются, что заставляет его предположить, что единственная причина, по которой они не впечатлены, заключается в том, что он недостаточно продемонстрировал себя о его способностях властвовать над ними. Вскоре после этого премьер-министр Японии обратился к группе ИГ с просьбой прийти к взаимопониманию и транслировал их обращение в прямом эфире для широкой публики. Куну, как стратег, остается рядом с Иджи во время разговора и ведет большую часть переговоров с премьер-министром. Куну утверждает, что только Иджи несет ответственность за это купе, и причина, по которой они слепо следуют за ним, заключается в том, что он подчинил их своей власти. Это, конечно, полная противоположность тому, что происходит на самом деле. Премьер-министр уже подозревал, что 10 орденов делают этого ребенка своим козлом отпущения, несмотря на их заявление, и чтобы подтвердить, что они находятся под его контролем. Старик рассказывает, что он похитил все 10 орденов членов семьи и сообщает 10 орденам, что теперь им придется молча наблюдать, как умирают члены их семей, поскольку они ничего не могут поделать с тем, что это находится под контролем ИГ. Палач начинает убивать одного за другим членов семей 10 орденов на глазах у всей нации. ИГ умоляет премьер-министра прекратить этот бесчеловечный акт. Но премьер-министр не слушает, заявляя, что о мире больше не может быть и речи. Когда палач собирается убить младшего брата Куну у нее на глазах, она начинает ломаться, поэтому Иджи вмешивается, чтобы защитить ее от разоблачения, и начинает стрелять во всех остальных. Члены 10 орденов дают понять всем, что именно эти 10 орденов находятся в заложниках, несмотря на то, что вся нация видит, что ИГ убила своих собственных союзников. Чего они не видят, так это того, что ИГ вовремя остановила попадание пули в их тела и предприняла действия по спасению заложников, захваченных премьер-министром. Когда все 10 членов ИГ убиты, ИГ завершает разговор, успешно заставляя премьер-министра поверить, что он единственный, кто может это сделать, ответственный за купе. Несколько дней спустя начинается вторжение в Ямагути, и Иджи вместе с Рин руководит операцией с несколькими вооруженными отрядами. Иджи говорит Рин, что он полон решимости захватить Ямагути, так как таким образом он сможет заставить Хараги и остальные 10 орденов признать его силу. Тогда они наверняка помогут ему найти лекарство от болезни Сины. Рин считает план Иджи идиотским и отказывается ему помогать. Поэтому он заставляет ее помочь ему и ставит перед ней условие немедленно сообщить ему, если она обнаружит там самую большую угрозу, называемую богом камней. Когда они идут по туннелю, чтобы попасть в Ямагути, крыша внезапно начинает рушиться, не желая умирать вместе с Айди. Отряд, который был с ними, отступает, показывая, что у них нет лояльности к своему новому королю. В момент опасности появляется девочка с заячьими ушами Эо, которая использует свою силу предсказания и предсказывает идеальный маршрут для успешного побега. Следуя ее указаниям, Иджи и Рин успешно покидают туннель. Эо советует Иджи не преследовать бога скал, говоря ему, что он не сможет победить его. Пока Рин отвлекается на мягкую игрушку, Эо уводит Иджи в другое место, ничего ему не объясняя. Он продолжает пялиться на ее прыгающие кроличьи ушки и едва сдерживается, чтобы не потрогать их. Почувствовав движение его руки, ее отскакивает в сторону, говоря ему, что он не может дотронуться до ее ушей, так как это может привести к ее беременности. И если это произойдет, она потеряет свои способности к предсказанию. ИГ обещает Эо, что не тронет ее, но в глубине души желание сделать это остается. Рин возвращается с улыбкой не потому, что у нее с собой мягкая игрушка, а потому, что она выполнила свою задачу и принесла каменного бога Иджи, как и обещала. Иджи использует свою силу, чтобы подчинить себе бога скал, но это не работает, так как ему нужно подчинить себе орден, контролирующий его первым. Так что у него нет другого выбора, кроме как спрятаться вместе с Эо в пещере. Он просит помощи у Эо, чтобы найти орден, который контролирует каменного бога. Но как только она собирается это сделать, она внезапно теряет энергию и падает на землю. Чтобы спасти ее от падения, ИГ инстинктивно хватает ее за кроличьи ушки, в результате чего она мгновенно беременеет. Поскольку эта беременная женщина больше не нужна на войне, ИГ уводит ее в безопасное место. Тем временем Рин пытается спасти маленькую девочку, когда сталкивается с правителем Ямагути, управляющим богом скал Тарой. Ее утверждает, что она не только беременна, но и вот-вот родит своего ребенка. Иджи пытается связаться со штаб-квартирой, чтобы получить их помощь, но его устройство связи не работает.
У Тары с ее интеллектом уже было смутное представление о том, что ИГ обладает способностью физически подчинять себе все, что находится в его владениях. И теперь, когда она подтвердила это, Рин не смогла выйти из этого домена. Зная, что Рин тоже хочет убить ИГ, Тара говорит ей, что Организация Объединенных Наций собирается сбросить ядерную ракету на Ямагути, чтобы остановить ИГ. Поэтому она предлагает им объединиться и самим убить Иджи, прежде чем он предпримет подобные действия. ИГ также узнает об угрозе запуска ядерной ракеты со стороны ЭО, но сейчас у него есть проблемы поважнее, малыш. Он отвозит ее в местную больницу, где медсестра поздравляет ИГ с тем, что он скоро станет отцом. В этот момент до Ига доходит, что хотя он ничего не сделал с Эо, ребенок внутри нее все еще принадлежит ему. Эо говорит ему оставить ее здесь и позаботиться о ситуации с ядерной бомбой в первую очередь. Но Иджи отказывается это делать, потому что он не может просто так бросить мать своего ребенка. Рин принимает свое решение и говорит Таре, что она не будет общаться с ней по двум причинам. Во-первых, ей все равно, если весь город подвергнется ядерному удару. А во-вторых, она хочет отомстить Таре. Ига сама, без какой-либо посторонней помощи. Игу удается связаться с Рин, забравшись на вершину сетевой башни. И узнав, что она столкнулась с Терой, он приказывает ей убить ее. Так что, соответственно, Рин нападает на нее, забывая о том факте, что она обладает способностью превращать свои цели в камень и, следовательно, окаменевает. Затем Тара информирует ООН о местонахождении ИГ, определяя его с помощью сигналов антенны своего устройства. И таким образом ООН запускает ядерную ракету со своей скрытой подводной лодки. Когда ракета на большой скорости направляется к местоположению ИГ, Куну спрашивает Хираги, что им следует делать в этой ситуации. Хираги утверждает, что ему все равно, уйдет ИГ или умрет, и говорит Куну, чтобы он приказал своим солдатам отступить из Ямагути. Тара приходит в больницу со своим каменным богом и нападает на Иджи и Эо. Иджи защищает себя и Эо, создавая вокруг них воздушный барьер. Жители Ямагути не понимают, почему их лидер Тара внезапно нападает на них и требуют от нее объяснений. Тара заявляет, что ее целью является Иджи, и раскрывает им всем, что именно Иджи несет ответственность за великое разрушение. Горожане, потерявшие своих близких из-за великого разрушения, ополчаются против Иджи и начинают бросать в него камни. Даже медсестра, которая ранее поздравляла Иджи, рассказывает, что она потеряла своего единственного ребенка из-за него. И поэтому она буквально наносит ему удар в спину, заставляя его понять, что он никогда не будет таким, как прежде, любимый кем-либо из-за грехов своего прошлого. Тем временем 10-й орден Яджита Сундан приходит туда, где находится Рин, и выдает себя за шпиона Организации Объединенных Наций, который передавал Таре секретную информацию 10 орденов. Тара спускается вниз, предполагая, что ИГ нокаутирован, но он застает их всех врасплох, показывая, что с ними все в порядке, и связывает их со своим доминатором приказом сотрудничать с ним, чтобы убедиться, что он не умрет. До попадания ракеты осталось 3 минуты, и Г приказывает каменному богу поднять его. И когда ракета приближается на расстояние видимости, он приказывает силе тяжести уменьшить скорость ракеты и поймать ее до того, как она упадет на землю. Дядя в хиджабе нарками Бен Кей вместе с другим членом Ордена 10 Лорен Райт выпрыгивают из летящего самолета в этот самый момент. Обладая летными способностями Лорен, Бен Кей достигает местоположения ИГ и использует свою силу, называемую Ароматама, чтобы поразить ракету. И как только он это делает, ракета превращается в ничто. Это дает понять, что этот человек самый сильный из них всех. По-видимому, единственная причина, по которой они пришли сюда, чтобы спасти Иджи, заключается в том, что их капитан Хираги все еще считает Иджи полезным инструментом для них. Иджи узнает с земли, что была запущена вторая ракета, поэтому он приказывает гражданам эвакуироваться. Он говорит всем, что не хочет, чтобы кто-то снова погиб из-за него, но Тара считает его благородные слова лицемерными, как человека, совершившего геноцид, даже если это так. Поневоле тебе даже не должно быть позволено раскаяться. Она сгорает от желания убить его за ту боль, которую он причинил миру, и приказывает своему каменному богу раздавить его. Бен Кэй и Лорен вмешиваются, чтобы помочь Иджи, и оба выражают, как они благодарны ему за то, что он вмешался и спас членов их семьи, сознательно став жертвой. Злодей на глазах у всей нации. Благодаря их словам поддержки, ИГ преисполняется решимости и предпринимает шаги, чтобы остановить вторую ракету. Он спасает людей от падающих камней и предотвращает падение ракеты. Поняв, что Иджи не злодей, Тара тоже помогает ему и использует бога камней, чтобы помочь Иджи остановить ракету.
Еджита телепортируется туда вместе с Рин, и она, используя свои регенеративные способности, возвращает бога камней в исходное состояние. Когда все они работают сообща, Бен Кей снова одним ударом превращает ракету в ничто и спасает город от разрушения. Хараги тем временем звонит местным разрушителям, чтобы заключить с ними сделку, и предлагает рассказать им абсолютную правду, если они прекратят нападать на Ямагути. А Яхида телепортируется обратно к Хираги, показывая, что все это время был двойным агентом, чтобы отвлечь внимание ООН на Иджи, который всего лишь обычный человек. Приманка. Очевидно, целью Хираги все это время был кто-то другой, который охранял маленькую девочку по имени Таратама Хикари, обладающую способностью нейтрализовывать ядерное оружие. Теперь, когда она в руках Хараги, он думает, что он больше не сможет представлять для них угрозу. Дейзи Фея разговаривает с таинственным мужчиной о недавних событиях, и оба надеются, что мир скоро станет мирным, как прекрасный цветочный сад. 10 орденов отдыхают на горячих источниках в районе Ямагути теперь, когда их работа выполнена. Теперь у них под контролем 2 города. И все это благодаря Хашими и Джи. Эо больше не беременна, и ее ребенок из комиксов тоже исчез. В то время как женщины 10 орденов занимаются тем, что, по мнению инселов, делают женщины, когда купаются вместе, Лорен подходит к Игу и сообщает ему, что его сестра Сина пробудилась ото сна. Судя по всему, Хираги приказал Френ отменить его временную остановку на Сине, в результате чего она проснулась. Узнав об этом, Эйджи быстро забирает Рин с собой и улетает обратно в их родной город Кюсю вместе с Лорен. По дороге Иджи вымещает свой гнев на Хираги, требуя объяснить, почему он нарушил их сделку. Когда Иджи добирается до квартиры, где держит Сину, он находит ее с Хираги, Нихарой и еще 3 мужчинами, которые кажутся врачами, хватающие Хираги за галстук. Иджи требует объяснить, что он задумал. Хираги утверждает, что просьба Иджи к правительству была удовлетворена и что теперь Сина получит лечение. Иджи понятия не имеет, о чем вообще говорит Хираги. Поэтому Хираги тихонько шепчет ему, чтобы он подыграл, давая ему понять, что все это делается для того, чтобы держать Сину в неведении относительно личности Ига. Очевидно, шок, который она испытала из-за травмы, привел к тому, что ее воспоминания о том, как Рин напала на нее, стали размытыми. Так что, по сути, Сина ничего не помнит. И именно поэтому Хираги ведет себя так, будто ее привезли сюда лечиться к лучшим врачам страны, чтобы вылечить ее болезнь. Игэ поначалу испытывает облегчение, но приходит в смятение, когда Хираги сообщает, что Сине осталось жить всего 5 месяцев из-за неизлечимого рака крови. Иджи пытается успокоить Сину, но она теряет надежду и расстраивается из-за того, что он скрывает правду. Она быстро прощает его и со слезами на глазах выражает свое желание ходить с ним в школу. Хираги прерывает его, заявляя, что все еще есть надежда, что орден Камунуба в городе Идзума обладает силой излечивать неизлечимые болезни. Хираги советует Идзи отвезти Сину в город Идзума, так как это ее последний шанс. Иджи решает отправиться в Изума с помощью Сины и Лорен, но так как уже слишком поздно, Лорен предлагает им остаться на ночь и уехать на следующее утро. Тем временем Нахара раскрывает настоящий отчет Сины Хираги, что удивляет его, поскольку ее способности к порядку находятся на уровне Е. Он не объясняет, что это значит, но утверждает, что скоро произойдет второе великое разрушение. А до этого 10 орденам придется взять контроль над миром в свои руки. Позже ночью Игэ узнает от одного из солдат, что Сина уже ушел вместе с Хираги и Куну. Понимая, что они, должно быть, снова что-то замышляют против него, он быстро добирается до места, где находятся Хираги и Куну, и находит там Сину без сознания. Хираги утверждает, что он всего лишь проводит эксперимент, чтобы выяснить, может ли Сина сама стать членом ордена. Понимая, что даже после всего этого Хираги все еще хочет держать Сину в заложниках, Игэ использует свои силы, чтобы спасти Сину. Но прежде чем он сможет сбежать оттуда, Хираги использует свои собственные силы и похищает Сину, телепортируя ее обратно к себе. Затем он дает понять Иджи, что если он хочет, чтобы Сина выжил, ему придется завоевать Японию для него первого. Итак, Иджи снова отправляется в путешествие и отправляется в Хиросиму вместе с Рин, чтобы сделать этот регион своим следующим владением. После того, как он облетел весь город с помощью Лорен, ему удается превратить этот район в свои владения. По словам Лорен, Хиросима контролируется японской мафией якудза.
Так что Иджи использует свои способности, чтобы взять мафию под свой контроль и успешно превращает Хиросиму в свою вотчину. В своих новых владениях он отправляется на неофициальное свидание с Рин и проводит с ней целый день, наслаждаясь местными деликатесами. Когда Рин собирается вечером купить мороженое, к ней подходит таинственный мужчина, обладающий такими же способностями, как у Иджи, и переписывает условия, которые были у Иджи. Связал ее чем-то. С другой стороны, якудза начинают преследовать Иджи, заставляя его задуматься, почему его владения больше не работают. В этот момент появляется таинственный человек Хатари Ханзу, который выдает себя за сотрудника отдела общественной безопасности. Способности Ханзу позволяют ему доминировать над другими, используя физический контакт. И используя эту силу, он подчинил якудзу и Рин, чтобы преследовать Иджи. Когда Рин нападает на Иджи, он пытается вернуть контроль над ней, но у него ничего не получается, так как она в наушниках и не слышит его команд. Рин жестоко отрубает Игу правую руку, чтобы помешать ему использовать свои силы. Как раз в тот момент, когда она собирается нанести последний удар. Дядя Бенкей и Эо прибывают, чтобы спасти Иджи. Рин побеждает их обоих. И в последнем отчаянном движении Иджи бросает камень в Ханзу со скоростью пули, пронзая его тело. Однако Ханзу показывает, что он всего лишь пешка, которой манипулирует истинный враг, который использует темные силы, чтобы попытаться поглотить Иджи. Прежде чем он сможет добиться успеха, появляется Хираги с помощью Яджита и использует свою силу, чтобы превратить текущую реальность в ложь, освободив Иджи и залечив его раны. Бенкей и Эо тоже спасены. Хираги бьет Ханзу, вынуждая его бежать, но Ханзу забирает с собой Рин, которая, на удивление, охотно соглашается с ним. Иджи отчаянно требует объяснений, и тогда появляется сама фея, открывая ему, что человек, который управляет всем за кулисами, биологический отец Иджи, Хашими Иджи. Иджи хочет знать, кто был тем человеком, которого он видел за Хатари и который дергал за все ниточки. Хираги и остальные колеблются с ответом, но внезапно появляется Дейзи и сообщает ему, что этот человек – Хашими гений, отец Ига. Игэ сомневался в ее словах, так как его отец умер 10 лет назад во время Великого Разрушения. Однако Дейзи просто смотрит на него и сообщает, что Рин и Хатори направляются в Изума. Изума знаменит тем, что здесь собираются все древние боги. Иджи разрешалось ходить туда только в том случае, если Эо сопровождал его, чтобы присматривать за ним. Так что они вдвоем отправились в Изума. Эо заметила, каким обеспокоенным выглядит Иджи, и воспользовалась своим приказом, чтобы предсказать ему будущее. Предсказание привело их к Амамисубаи, ордену, который, по слухам, обладает целительной силой, расположенному на окраине Идзума. По дороге туда Эо не могла не радоваться, что они с Иджи остались одни. С тех пор, как ей предсказали беременность, она видела, как Иджи твердо стоит на своем и берет на себя ответственность. Она уже собиралась взять его за руку, чтобы выразить свою привязанность, когда Иджи внезапно сказал, что ему жаль, что ей приходится сопровождать его. Если бы Рин была там, ей не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы сопровождать его. Эо понимает, что Игэ все это время думал о Рин. Она пытается признаться в своих чувствах, но Игэ говорит быстрее и извиняется за то, что оплодотворил ее. Он обещает никогда больше не прикасаться к ее ушам, что огорчает Эо. Добравшись до места назначения, они идут по следам, которые приводят их в туннель. Внезапно происходит обвал, который вынуждает Иго подхватить Эо и скользнуть глубже в туннель, пока их не разнесло в лепешку. Эо использует свое предсказание, чтобы направить их по правильному пути. Однако, поскольку она хочет проводить больше времени с Игом, она дает ему ложные указания, которые приводят к тому, что они падают со скалы в воду. К счастью, Игу удается спасти ее, и они разводят костер, чтобы высушить одежду. Игу снова извиняется за причиненные неприятности и начинает говорить о Рин. Это так раздражает Эя, что она снимает с себя одежду и просит Игу смотреть только на нее. Ого, девочка, это самый верный способ заполучить парня. Эо признается в своих чувствах. Но прежде чем Ига успевает ответить, их внезапно окружает множество людей. Во главе их была женщина, которая представилась как жрица Изума. Это Куба. Куба начинает ругать Ига за то, что он такой тупоголовый и игнорирует чувства Эо. Она начинает фантазировать о них двоих, смущая и выводя из себя двух подростков.
Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите в полицию об этой женщине. Ее умоляет Канамубу помочь им, и поскольку Камамусабе, похоже, они нравятся, она соглашается, но при одном условии. Если они смогут обыграть ее в игре в Кемере или украсть мяч без того, чтобы Иджи использовал свой приказ для контроля мяча. Иджи соглашается и использует свой приказ в воздухе, чтобы заставить себя лететь прямо к Камимусубе. Однако она ловко отпрыгивает с его пути. Далее она рассказывает, что ее орден – это сила, позволяющая воплощать древних богов, что делает ее сверхчеловеком. Поскольку люди также молятся этим богам об исцелении или плодородии, она также может даровать и это. Игэ понимает, что эта женщина действительно может исцелить его сестру. Они продолжают снова, Камимусуби передает мяч между ней и ее богами призыва, в то время как Иджи пытается перехватить мяч у Эо, используя ее предсказания, чтобы направлять его. К сожалению, Камимусуби оказывается слишком быстр для них. Спустя несколько часов игры Игэ падает на колени к Эо. Эо начинает вытирать пот Ига, что заставляет его признать, что он не привык к тому, чтобы ему нравились. Одноклассница однажды даже пригласила его к себе домой, но вместо того, чтобы пойти с ней, Игэ просто пошел домой почитать мангу. Доказывая, что Эйджи действительно девственник-неудачник, Эо гладит его по щеке и говорит, что он действительно стесняется себя. Однако она обещает, что с ней никогда не поступит так же, как с Рин, и они смогут спасти ее вместе. Они возьмутся за руки и продолжат игру. На этот раз у них лучшая стратегия. Пока они держатся за руки, ее используют свои 5 пальцев, чтобы направлять Иджи. Таким образом, они могут общаться быстрее, не опасаясь, что Камимусуби их подслушает. Тем временем, в другом месте Рин раздражена тем, что Иджи, похоже, даже не пытается преследовать ее. Хатари ведет ее куда-то, чтобы познакомить со своей организацией, шестым отделом общественной безопасности или PS6. Вернувшись в пещеру, Иджи решает использовать свой собственный аватар для погони за мечом. Это удивляет Камимусуби, но она по-прежнему уверена, что победит. Однако оказывается, что это всего лишь приманка, которая позволяет Иджи и Эо самим прыгнуть и перехватить мяч. Камимусуби признает свое поражение, но прежде чем они смогут продолжить разговор, на доске для серфинга появляется страж Изумо и член PS6, Мацудайра Фуми. Он использует свой орден «Аватар воды», чтобы атаковать их своим цунами. Все они погружаются глубже в воду, но Иджи использует свой орден, чтобы заставить воздух создать вокруг них пузырь. К сожалению, они все еще находятся в невыгодном положении в подводной схватке с настоящим покорителем воды. Камимусубай советует им объединить свои желания и приказы, чего они никогда раньше не делали. Вместо этого Иджи предлагает им отступить, пока он сдерживает врага. К счастью, ее убеждает его хотя бы попробовать объединить их аватары, что позволяет ему предсказать траекторию атаки Фуми и отвлечь ее, используя давление воздуха. Затем Игэ приказывает целой стае рыб атаковать Фуми, нокаутируя его. Вот это довольно эффективный способ борьбы с покорителем воды. Он понял это. Это эффективный способ, ладно, не бери в голову. Они вытаскивают Фуми обратно на сушу и пытаются допросить его. Фуми смеется над ними и просто зовет Дейзи. К удивлению Ига, Дейзи действительно появляется. Фуми объясняет, что Дейзи – это программа, предназначенная для исполнения желаний. Затем Фуми приказывает Дейзи соединить их с остальными, создавая таким образом голограмму остальных членов PS6, включая Рин. Затем Хатари приказывает одному из PS6 атаковать с помощью меча измерения, разрезая Фуми и Камимусуби пополам. Вернувшись в штаб-квартиру, полковник Хираги гладит свой кактус и смотрит на фотографию парня, когда приходит известие о смерти Камимусуби. Несколько часов спустя он поздравляет Игэ с успешным захватом Идзумо при минимальном количестве жертв. Игэ требует, чтобы Хираги оживил Камамусубу, используя его приказ, но Хиураги объясняет, что прошло уже слишком много времени. Затем он приказывает Иджи возвращаться на базу. Иджи утверждает, что ему все еще нужно завоевать Японию и найти лекарство от болезни Сины, но Аяхида просит его просто следовать за полковником, это приказ. Если они не будут осторожны, то его отец-гений может начать еще одно великое разрушение. Это только еще больше запутывает Иджи, и он просит их прояснить ситуацию, иначе он уйдет сам. Таким образом, Хираги рассказывает, как 11 лет назад он работал исследователем в правительственном агентстве Дженны. Даже тогда Дженнаи похвалил Хираги за усердный уход за его кактусом.
Другие исследователи позавидовали близости Хираги с их боссом и разбили его цветочный горшок. Дженнаи приходит на помощь и отдает ему взамен свою кофейную чашку. Затем они начинают обсуждать исследования Хираги по новому типу технологии, которая называется Vacuum Coils. Используя эти катушки, Дженна смогла преобразовать волю людей в энергию. Им даже удалось помочь в буквальном смысле слова безоружной женщине. Похвала Дженны воспламенила сердце Хираги, и он посвятил ему свою жизнь. Но потом Дженнаи неожиданно использовал их технологию для создания программы, которая может исполнять желания людей. Он назвал ее доступная информационная система желаний или Дейзи. Дейзи была выпущена в мир и начала исполнять желания. Одним из тех, чье желание было исполнено, является ИГ, который вызвал великое разрушение. Хираги был предан, и поэтому сейчас он делает все возможное, чтобы ИГ не попал в руки Дженны. Хираги не может смириться с тем, что его отец совершил все это, и он пытался сбежать. Однако остальные остановили его и сообщили, что джинны уже проникли в штаб-квартиру ООН. Истинная цель их организации – завоевать мир до того, как джинны смогут повлиять на него. Тем временем в штаб-квартире PS6 Хатори упоминает Рин, что их следующая операция будет проведена непосредственно в штаб-квартире противника. Тем временем Выдзума Ижи все еще не может прийти в себя от всей информации, которую он только что узнал. Он все еще не может поверить, что его отец жив, и задается вопросом, не являются ли его воспоминания фальшивкой. Затем он понимает, что действительно знает кого-то, кто узнает правду. Он зовет Дейзи, и Дейзи волшебным образом появляется в воздухе. Но прежде чем он успевает задать ей вопрос, Дейзи перебивает его и упоминает, что Рин хочет с ним поговорить. Затем она создает голограмму Рин перед Иджи. На 6-м этапе Хатори руководит операцией из их штаб-квартиры. Используя пространственный меч Дзюбэя, они прорубили портал в подземелье штаб-квартиры Дазафу, и в настоящее время туда проникает другой участник, Мамару. После этого они приступают к операции по похищению сестры Иджи Сины. Мамару использует свой приказ и вызывает Огра. Выдзума Хираги получает уведомление о взломе в их штаб-квартире и пытается организовать оборону. И Гэрин и Дейзи появляются, и, используя Дейзи, Хатори начинает насмехаться над Хираги. Хираги узнает, что их цель Сина, и приказывает остальным вернуться на базу, чтобы защитить ее. Первый приказ заблокировать Мамару – это Фува. Фува пытается установить мир, используя свои силы, но Мамару перепрыгивает через него. Затем ему снесло голову выстрелом из световой пушки Мэри. К сожалению, его тело состояло из маленьких людоедов, поэтому он восстановил свою голову. Затем Хатори сообщил ему, что Мэри использует свет для атаки, так что ему просто нужно ослепить ее. Мамару использует Огра, чтобы украсть ее очки, так что Хираги решил действовать как ее глаза. Он выкрикивает направление, куда стрелять, и Мэри стреляет. Тем временем Хатори инструктирует Мамару, как уклоняться. Лорен также прибывает, используя свои способности к полету, и пытается выстрелить в Мамару, но тот немедленно наносит ответный удар. Хираги выдвигает гипотезу, что должен быть шпион, снабжающий Хатори информацией, и его глаза сразу же начинают подозревать Рин. Поэтому он изменил тактику и посоветовал Иджи использовать свою силу, чтобы командовать другими. Иджи отдает приказы, и, как и ожидалось, Момотару убегает другим путем. К несчастью для него, его радостно встречает ракетная установка. Хираги безумно смеется, так как его план сработал. На самом деле он отправил еще одно текстовое сообщение, чтобы проинструктировать остальных. Тем временем лейтенант Фрэнк похищает спящую Сину из ее комнаты. Оказывается, он был двойным агентом. Перед Хираги появляется еще одна голограмма, на которой Дженнаи хвастается своей победой. Затем он приветствует своего сына Иджи, который тоже пребывает в шоке. На следующий день Сина просыпается на яхте в окружении Фрэнка и Хатори. Фрэнк объясняет ей, что в данный момент она является разменной монетой. Пока взрослые обсуждают свои планы, Хатори поручает Рин позаботиться о Сине. Купая ее, Рин рассказывает о том, как Иджи вызвала огромные разрушения и стала причиной смерти ее родителей и миллионов других людей. Она даже рассказала ей о том, как Фрэнк потерял свою семью и хотел спасти их. Ему была дарована возможность остановить время. В качестве платы за ее похищение Дженнаи пообещала возродить его семью. К сожалению, Хатори обманул его на улице и окружил вооруженными солдатами.
Тем временем, вернувшись в Идзума, ее использует свою способность предсказывать следующий ход противника и узнает местонахождение храма Идзанаги. Иджи уже собирался уходить, но остальные остановили его. Они пытаются объяснить, что Сина всего лишь приманка, чтобы добраться до самого Иджи, но Игу все равно. Он снимает свои оковы с группы 10 и заявляет, что их совместному бизнесу пришел конец. Вернувшись на яхту, Сина предупреждает Рин, что ее месть не осуществится. В конце концов, Иджи умрет счастливым, чтобы спасти свою сестру. Она говорит ей, что если она действительно хочет навредить Иджи, то Рин должна просто ударить Сину ножом, как она делала раньше. Тем временем Аяхида помогает Иджи добраться до храма Идзанаги. Аяхида спрашивает его, почему он пытается спасти Сину, которая все равно умрет через 6 месяцев, и Иджи начинает избивать его, поднимаясь в ответ. Когда они добираются до храма Идзанаги, они видят огромный разлом на земле и изрубленную жрицу. Вернувшись на базу, Хираги задается вопросом, почему храм Идзанаги является частью заговора Дженны. На яхте Фрэнк пытается выжить среди солдат Хаттари, когда вмешивается Сина. Подожди, так значит, эта девочка может ходить, и она просто позволяет всем катать ее в инвалидном кресле. Вот это уже настоящая девочка-босс. Затем Сина заключает сделку с Фрэнком. Она пригрозит покончить с собой, если Фрэнк умрет, а взамен Фрэнк будет ее телохранителем. Вместе они могут встретиться с Дженной и заключить сделку с ним. Вместе с Риндом Фрэнк рассказывает Сине обо всем, что происходит в данный момент. Они объясняют, что ее отцом является Дженна, и в настоящее время он является заместителем директора отдела общественной безопасности. Сине трудно в это поверить, поскольку она помнит, как умер ее отец. Однако она также понимает, что это не имеет смысла, поскольку она не была там и не видела этого. Тем временем Хираги и другие члены группы из 10 приближаются к плану Дженны, основанному на местоположении мертвых жриц и святилищ других живых. В 5 городов образуют обратную пентаграмму. В дополнение к этому есть еще железнодорожная ветка, соединяющая гору Фудзи с Идзума. Хираги вспоминает, что одним из аспектов их исследований в прошлом было использование духовной энергии и силовых линий. Основываясь на обратной пентаграмме, разделяющей ее пополам лей-линии, Хираги подозревает, что Дженна создает массивную натуральную спираль Викана, технологию, лежащую в основе преобразования силы воли в энергию. Похоже, что Дженна пытается открыть какие-то врата, и оба его ребенка, Ига и Сина, являются ключами ко всему этому. В городе Осака Хаттари приводит Сину и ее свиту в отель, где они встретятся с Дженни. Вместе они расскажут о том, как Иджи стал причиной великого разрушения. После ухода Хаттари Сина пытается связаться с внешним миром по телефону, но обнаруживает, что все их соединения прерваны. Она даже пыталась одолжить телефон на стойке регистрации, но в том, который ей одолжили, нет сим-карты. У нее есть план, как она может спасти своего брата, но все, что ей нужно, это способ его реализовать. Во время ужина Сина спрашивает Рин, не хочет ли она попрактиковаться в дебатах с ней, чтобы подготовиться к их предстоящей встрече. Она также решает записать это, чтобы прослушать позже. Затем они обсуждают тему о том, что настоящим человеком, стоящим за великим разрушением, является не Иге, а Дженнаи. Несколько часов спустя они направляются к месту встречи. Сина знает, что если бы она встретилась с ними наедине, Хаттари, вероятно, исказил бы их разговор, выставив Ига плохим парнем. Чтобы бороться с этим, она тайно созвала прессу по всей стране для участия в их встрече. Хаттари был шокирован и спросил ее, как ей это удалось, когда он убедился, что все внешние соединения в отеле были отключены. Рин рассказывает, что Сина на самом деле просто отправил запись их разговора прессе, используя старомодный велосипедный курьер. Несмотря на всех этих людей, Дженни проходит мимо них с улыбкой и приветствует его дочь. Увидев его, Сина понимает, что Дженни не тот отец, которого она помнила. Однако Дженна по-прежнему обнимает ее как своего ребенка и что-то шепчет ей на ухо. Сина отшатывается, но Дженна просто извиняется за то, что 10 лет не была отцом. Он, должно быть, заблудился, покупая молоко. Сина отчитывает его за то, что он выдавал себя за ее отца, и объявляет, что хочет скрыть правду об исследовательском агентстве Дженны. Она планирует раскрыть все, чтобы переключить гнев всего мира с Игэ на Дженну. Сидя в своем автомобиле, Хираги и остальные смотрят прямую трансляцию встречи Сины и Дженны. Хираги знает, что, увидев трансляцию, Иджи обязательно попытается прорваться навстречу. Затем он поручает Бенкаю охранять последнюю жрицу, а также посылает каменного бога Ямагути охранять жрицу горы Ибуки.
Тем временем он и О отправятся в Осаку. Все жители Японии также смотрят прямую трансляцию и начинают злиться на гениев. Гениев далее признает, что они действительно создали ордена, но указывает, что ИГ по-прежнему является тем, кто убил миллионы людей. К полному замешательству Сины она соглашается с ним. Она также согласна с тем, что ИГ провозгласила независимое государство и теперь ведет войну против всего мира. Сина в замешательстве, но из ее уст вырываются слова о том, что Иджи планирует убить снова, а Дженна просто пытается остановить его. Без ее ведома Дженна на самом деле контролировала ее разум в тот момент, когда он что-то прошептал ей. Вся эта встреча и обсуждение были спланированы Дженной. Граждане, которые смотрят прямую трансляцию, сейчас объединяются и требуют смерти ИГ. Хираги понимает, что Дженна планирует использовать гнев людей для разжигания беспорядков. Тем временем ИГ наконец-то приземляется в Осаке и немедленно захватывает Мамата-Роу. Пока Дженна продолжает использовать свой гипноз, чтобы похитить Сину, Иджи сталкивается с постоянным охранником Джууби. Прежде чем Джууби успевает напасть, Иджита использует свое умение, чтобы открыть портал и позволить им проскользнуть мимо него. Иджи на самом деле планировал просто заманить Джууби подальше от здания, чтобы им не пришлось сражаться с ним. Дженна собирается уходить вместе с Синой, но Фрэнк и Рин стоят у него на пути. Хатари пытается защитить его, используя свой навык доминирования, но Рин немедленно угрожает убить его. Тем не менее, Дженай просто вызывает своего собственного аватара. ИГ едет в лифте, и когда он открывается, он быстро видит Сину в объятиях Дженни. ИГ сработал, и брат с сестрой потянулись друг к другу. В мгновение ока рука и ступня Иджи были отрезаны. Не только он, но и все здание было разрезано пополам пространственным мечом Джуюба, стоявшего снаружи. Этот чувак, наверное, точит свой меч каждый день. Все здание сотрясается, а Сина кричит, когда видит раны Ига. Дженай небрежно приветствует его и приглашает присоединиться к ним. Он начинает рассказывать, как 10 лет назад он использовал Сину, чтобы открыть врата, но в конечном итоге потерпел неудачу. Теперь он планирует использовать всю ее жизненную силу, чтобы открыть их снова. Братан в ближайшее время не получит звание Папа Года. Конечно, Иг по-прежнему является важной частью его плана. Сина просит своего брата просто отступить и жить своей жизнью, потому что она уже ставит крест на своей жизни. Это разбивает сердце Иджи, и он начинает гадать сам. Однако он вспоминает, что ему не нужна причина, чтобы спасти Сину, и встает на ноги. Дзюбэй замечает решимость Ига и просит разрешения Дженны сразиться с ним. Он увидел, как Игу теперь использует силу воли, чтобы двигать своими отрубленными конечностями, и заслужил его уважение. Дженна соглашается, и Джую быстро переходит в атаку. Тем временем Игэ активирует свою силу, чтобы приказать маме Теру создать огров. Мармеладка задается вопросом, не собирается ли он использовать огров в качестве мясного щита. Но его ожидания оправдываются, когда Иджи вместо этого начинает возглавлять атаку. Его удивление стоило ему нескольких секунд, которые позволили Игу подобраться ближе. На таком расстоянии пространственный меч не сработал, и Игэ ударил Джууби кулаком в лицо. Джууби встает на ноги. Но перед тем, как они снова сразятся, Дженна объявляет, что это будет ничья. Он признает желание Эйджи и говорит ему, что если он хочет сделать Сину счастливым, то должен последовать за ним. Через несколько секунд все здание рушится. ИГ просыпается и обнаруживает, что он полностью исцелен, но в наручниках. Появляется Эо и объясняет, что Хираги исцелил его. В настоящее время они прячутся на конспиративной квартире, а остальные члены группы 10 организуют вторжение в штаб-квартиру Дженны. Иджи хотел присоединиться к ним, но Хираги приказал ее остановить Иджи. Таким образом, ее толкает его на кровать и целует. Во всех новостях только что сообщили, что здание в Осаке только что рухнуло после того, как его разрубило пополам, что привело к сотням смертей. А кто же виновник? Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как некий Хашими Иджи бежал к зданию до того, как произошел инцидент. Премьер-министр далее заявляет, что ИГ является террористом, который вызвал обрушение. Тем временем Иджи прикован наручниками к кровати, в то время как девушка пытается изменить его статус с девственника-неудачника на чада. В другом месте Хираджи возглавляет группу из 10 человек, которые осаждают штаб-квартиру Дженнаи. Бен Кей сообщает, что ему удалось захватить одну из жриц.
Это означает, что они успешно остановили создание обратной пентаграммы. Ямагучи также позвонил и сообщил им, что жрица, находящаяся на своем месте, тоже в безопасности. В городах постоянная клевета в средствах массовой информации на Иджи усиливает ненависть людей к нашему мальчику Аджи. Их эмоции постепенно проникают во врата, в то время как Иджи все еще пытается помешать Инио заставить его открыть ее собственные небесные врата. Ее замечает, что Иджи плачет, и наконец осознает, насколько неправильно то, что она делает. Иджи объясняет, что в прошлом она считала Сину только сводной сестрой. Но чем больше времени они проводили вместе, тем больше они становились семьей, и это единственная семья, которая осталась у каждого из них. Услышав это, Айо освобождает Ига от наручников и спрашивает его, почему он не считает Дженну своей семьей. ИГ пытается объяснить, что Дженна подделка, но Эо показывает ему их семейную фотографию, которую они нашли в лаборатории Дженны. Это ясно показывает, что Дженна действительно их отец. Эо знает об этом, потому что она была одним из прошлых экспериментов Дженны. Иджи отшатывается, и у него начинает болеть голова, когда он заставляет себя вспомнить, что на самом деле происходит. Он стал причиной великого разрушения, в результате которого погиб его отец. Но это все еще правда? Внезапно ее замечает Аватара, цепляющегося за голову Ига. Затем появляется Дейзи и повторяет Игу то, что она говорила все это время. Он неправильно вспоминает прошлое. Вернувшись на поле боя, группа из 10 человек вызывает свои танки, солдат и самолеты, чтобы атаковать базу. Хатори в панике, но Дженни рядом с ним невозмутима, как огурчик. Тем временем Мэри пытается проникнуть на базу, используя свои силы света. К несчастью для нее, она сталкивается с членом шестерки псов, способным изменять ее 5 чувств. Дальше по территории базы, в тюремной камере, Рин прикована наручниками к стене, а Сина стоит перед ней. Рин все еще пытается освободиться от своих цепей, но Сина спрашивает ее, действительно ли она может убить Иджи. У них обоих в глазу есть символы, указывающие на то, что они находятся под гипнозом Дженны. Затем появляется Дженна и вывозит Сину на улицу. Перед уходом Сина говорит Рин, что она не может убить Ига, потому что он полностью принадлежит ей. Дженна приводит Сину к огромным золотым воротам. Ворота кажутся Сине очень знакомыми, но она не может вспомнить, откуда они. Затем Дженна начинает произносить монолог прямо как диснеевская злодейка. Он объясняет, как его исследования в прошлом всегда заканчивались неудачей, но однажды ИГ напоминает ему, что они проводят исследования, чтобы помочь вылечить болезнь Сины. С этого момента Дженнай сосредоточился исключительно на своих исследованиях и забросил все остальное. И вот однажды внутренний голос помог ему создать теорию врат. В то время как в этом мире наши физические тела доминируют над разумом, существует другой мир, где разум доминирует над физическим миром. Продолжая свои исследования по преобразованию ментального в энергетическое, Дженнай сблизился с женщиной, которая жила в ментальном мире. Желание Сины было той силой, которая открыла врата и привела к созданию приказов. Тем временем, вернувшись в тюремную камеру, Рин разрывает себе запястье, чтобы освободиться от цепей. Хорошо, что она может исцелить их в мгновение ока. У ворот Сина потрясена тем фактом, что она является причиной великого разрушения. Дженни далее рассказывает, что Сина – первый человек, получивший власть. К сожалению, из-за этого ворота сломались. Таким образом, Сина – единственный человек, который может пройти через ворота и связаться с женщиной по ту сторону. Во внешнем мире каменный бог Ямагути едет со жрицей, когда яркий свет внезапно преграждает ей путь. В Сине маленький аватар также появляется у нее на макушке, подавляя ее воспоминания. Дженни с отвращением смотрит на аватара и использует его приказ, чтобы заставить Сину вспомнить. Через несколько секунд Сина медленно вспоминает все. Дженна победно улыбается, но тут появляется Рин со своей катаной. Прежде чем он успевает разрубить его пополам, аватар Дженны бьет ее, и она становится мокрой. Тем временем Бен Кёй пытается отползти подальше от места разрушения. Позади него пространственный меч Джуджуба разрубил на части его мотоцикл и жрицу, которую он охранял. Сбоку от Ямагучи жрица тоже была разрублена пополам. Теперь обратная пентаграмма завершена. Остальные члены группы из 10 человек также не могут проникнуть на базу из-за способности шестого члена группы изменять чувства. Они даже не могут спасти Мэри. Она была почти убита, когда появился ИГ, падающий с неба.
Он воспользовался своим приказом, чтобы управлять гравитацией, и перепрыгнул весь путь из Осаки. Затем Игэ воспользовался своим приказом, чтобы проломить крышу и упасть прямо на члена PS6, спасая Мэри от смерти. Игэ находит Сину в гробу у ворот. Дженна приветствует его и объясняет, что Сина уже согласилась сотрудничать. Дженна также говорит Игу, что все, чего он хочет, это открыть врата, тем самым исполнив желание каждого. В настоящее время Дейзи действует только как ретранслятор между двумя мирами. Игэ пытается указать на то, что открывать ее — это нонсенс, потому что могут быть два противоречащих друг другу желания. Однако Дейзи высказывает свое мнение и объясняет, что это просто означает, что будут сформированы две вселенные. Затем она позволяет Игу заглянуть во вселенную, где его желание исполнилось, и он жил счастливой жизнью с Синой. Дейзи объясняет, что желания каждого человека просто создают для него другую вселенную, и эта бесконечная вселенная и есть ментальный мир. Дженни пытается объяснить Игу, что это было бы утопией для всех, но Игэ продолжает возражать. Он указывает на то, что желания приносят счастье только потому, что их трудно исполнить. Если можно просто пожелать чего-нибудь, и это немедленно исполнится, истинного счастья не будет. Даже если он пожелает, чтобы Сина исцелился, этого Сина не существует на самом деле. Дженни умоляет его передумать, так как его сила доминирования – ключ к вратам. Игэ не сдвинулся с места. Он злодей этого мира, и его волнует только Сина. Он разбудил ее и попытался уйти. Однако Сина наносит Игу удар ножом и объясняет, что на самом деле он не тот, кто вызвал великие разрушения. Это была она. У Сины начинаются галлюцинации с различными воспоминаниями из ее прошлого. Но затем каждое из ее воспоминаний становится серым, когда она вспоминает, что все это фальшивка. Единственное, что она помнит по-настоящему, это своего старшего брата, который застенчиво подарил ей ожерелье из бисера на день рождения. Слезы текут по ее щекам, когда она вспоминает все, через что им с братом пришлось пройти. В настоящем она говорит своему брату, что любит его, а затем ударяет его ножом в грудь. Тем временем Дейзи также сообщает Игу, что все его воспоминания неверны. Маленький аватар, прикрепленный к его голове, постоянно подавляет его воспоминания. Остальные настаивают на том, что Сина стал причиной великих разрушений, но Иджи искренне верит, что это сделал он. Его отец, Дженай, затем использует свой приказ, чтобы заставить его вспомнить желание Сины. Его разум возвращается на 10 лет назад. Они были еще детьми, когда Сина мечтала о мире, где вся их семья будет вместе навсегда. Ее невинное желание открыло врата, но оно породило великую силу, которую юный Сина не мог контролировать. Вместо этого мир был разрушен, и Сина винит в этом себя. Игэ утешает свою плачущую сестру, и поэтому, когда Дейзи в следующий раз спрашивает его, каково его желание, Игэ желает взять на себя все грехи Сины. Он запечатал воспоминания как свои, так и сестры, и в процессе украл у нее способность доминировать. Вернувшись в настоящее, аватар на голове Иджи ломается, когда он вспоминает правду. Сина также признает, что на самом деле именно она разрушила мир, потому что не хотела, чтобы их родители переживали развод. Именно поэтому она должна взять на себя ответственность и помочь Дженни исполнить желание каждого из них. Она благодарит Ига за счастливые воспоминания, но это будет ее искуплением. Иг пытается помешать ей уйти, но в итоге он просто схватил ожерелье, которое подарил ей много лет назад. Иг пытается использовать свой приказ, чтобы помешать ей пожертвовать собой, но Сина отрубает ему руку. Иг отшатывается от боли и падает в воду. Несколько мгновений спустя он просыпается и обнаруживает, что Рин исцеляет его. Рин все подслушала и пытается убедить его все же попытаться спасти Сину. Иджи уже сдался, и Рин расплакалась у нее на глазах. Она извиняется за то, что пыталась убить его, чтобы отомстить за своих родителей, когда выясняется, что он даже не был тем, кто вызвал великие разрушения. Чтобы показать свое искупление, она поднимает камень и ударяет им себе в глаз, в то место, где хранилась печать контроля сознания Дженнаи. Затем она колотит Иджи и умоляет его сосредоточиться. Иджи отвечает, что Сина оттолкнула его. Но Рин указывает, что Сина точно такой же, как он был 10 лет назад. Она тоже пытается в одиночку взять на себя все грехи. Если он действительно любит ее, то будет бороться за нее. Жизнь возвращается в глаза Иджи, и он спрашивает Рин, может ли он снова доминировать над ней. Они целуются, и их желания объединяются, и они оба хотят сделать Сину счастливой. Тем временем ворота медленно начинают открываться. Было так ярко, что на экране исчезли все цвета.
Хиераги и другие члены Ордена наконец прибывают на место происшествия и вступают в схватку с Дженнаи. Нихара выходит вперед и объявляет, что он разберется с этим, используя свой приказ о самоуничтожении. Он уже собирался уничтожить врата, когда внезапно замер. Мэри пытается выстрелить из своей световой пушки, но тоже застывает. Фрэнк встает рядом с Дженни и использует свою способность останавливать время. Киараги стреляет из своего пистолета, но пуля тоже останавливается. Фрэнк использовал свой трехкратный стоп-сигнал. Джуби тоже появляется, но прежде чем он успевает атаковать, в облаке пламени появляются Иджи и Рин. Объединив свои приказы, они вдвоем атакуют Джуби, восстанавливаются, когда их ранят, и впечатывают его в землю. Затем ИГ противостоит Дженни, в то время как Рин противостоит Фрэнку. Фрэнк по-прежнему верен Дженни, потому что отчаянно хочет вернуть свою семью. Тем временем Дженна убеждает ИГ, что Сина, которую он любит, уже решила пожертвовать собой. Однако ИГ указывает, что Сина делает это только потому, что считает себя никчемной. Она плачет из-за них, поэтому они должны спасти ее, а не другую ее версию в стране фантазий. Он настаивает на том, что Дженни просто пытается исправить прошлые ошибки, хотя ему следовало бы признать, что он уже потерпел неудачу. Его сила воли в конце концов побеждает силу воли Дженни, и его кулак проскальзывает, ударяя Дженни по лицу. Тем временем Хиераги и Аидзита выпускают еще одну пулю во Фрэнка, поскольку он уже трижды использовал свою временную остановку. Он должен выбрать, какую из них отпустить, если хочет спастись. К их удивлению, Фрэнк решил пожертвовать собой и заморозить остальных так долго, как только сможет. Когда пуля наконец убивает его, остановленная пуля возвращается и уже летит в Сину. Дженни блокирует удар своим телом и падает. ИГ подходит к Сине, но она говорит ей, что уже слишком поздно, она уже идет. Огромные длинные пальцы тянутся из-за ворот. Эта женщина за воротами и источник всех приказов. Все пытаются остановить пальцы своими приказами, но ничего не получается. Бог превыше всего. Палец касается земли, и цвет пульсирует сквозь землю. Скоро все желания будут исполнены. Бен Кей падает с неба и пытается использовать свой размельченный заказ на пальце, но палец использует обратную карту Уна, размалывая вместо этого заказ Бен Кея. Ямагучи также прибывает и использует Рок-год, чтобы оттолкнуть палец. Ко всеобщему удивлению, это действительно сработало. Хираги догадывается, что это потому, что Рок-год состоит из обид людей. К сожалению, палец все еще слишком силен. ИГ кое-что понимает и зовет Дейзи. Затем он просит Дейзи задействовать всю его мощь, начиная с 10 и заканчивая настоящим режимом. Дейзи предупреждает его, что это может привести к еще большему разрушению, но ИГ уверен, что сможет это контролировать. Таким образом, ИГ поднимает руку и приказывает подчинить себе мир. Он приказывает ему стать миром, в котором Сина сможет быть счастлива. Свет распространяется повсюду, и его аватар уничтожает протянутую руку, заталкивая ее обратно в ворота. Постепенно орден, сияющий на руке ИГ, исчезает. Несколько месяцев спустя все пришло в норму. Агентство Дженны взяло на себя вину за все, что произошло, а Иджи просто стала одной из жертв. Закрытие врат также отрезало им доступ к ментальному миру, уничтожив все их способности.